Полноразмерные наушники с активным шумоподавлением версии 3.0, с регулировкой силы шумоподавления, функцией прозрачности, режимом безопасной громкости, мультипоинтом до 2 устройств, кодеком высокой четкости LDAC, отличным и стильным дизайном, поддержкой фирменного приложения и шикарным временем автономной работы до 60 часов без активного шумодава. А вместе с ним до 40 часов. О нем можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore Space One Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Наушники поставляются в стандартно оформленные для Anker Soundcore коробки. Упаковано все хорошо. В комплекте мы имеем сами наушники, краткое руководство, качественный мешочек для транспортировки, кабель мини-джек на 3,5 мм и не особо длинный кабель для зарядки USB-C. Весят наушники 283 грамма, что на 20 граммов больше, чем модель Space One. Внутренняя часть амбушюр имеет следующие размеры: 64 на 45 мм. Тут в целом все хорошо. Далее, 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Когда они кончатся, у меня их еще 3 штуки, потом буду разыгрывать Poco X7 Pro, благо их я уже закупил. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе, там много сейчас всего полезного, хотя идет Новый год китайский. Допустим, те же Poco X7 Pro по 26, это прям волшебные смарты, или по 50 OnePlus и 13R вместе с таможней, глобальные. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Перейдем к наушникам. Начнем. Поставляется данная модель в черной и кремово-белой расцветке. Отличие в плане дизайна с моделью Space One есть. Space One Pro на внешних частях чашек имеют вставки в виде замкнутых колец, а в Space One данные вставки плавно перетекают к креплению чашек к оголовью. Не скажу, что отличия значительные, но наушники из-за этих мелочей выглядят по-разному. Тип наушников полноразмерные закрытые. По-прежнему на внешних частях чашек находятся зеркальные логотипы компании, и на этом все. Больше каких-либо надписей или чего-то подобного здесь нет. Основная часть наушников выполнена из хорошего матового пластика. Что касается сборки, то первое впечатление не особо хорошее, так как кажется, что модель довольно хлипкая. Но по факту все из-за пятисегментного оголовья, в котором каждая часть подвижная и позволяет складывать наушники еще компактней. О водонепроницаемости наушников информации я не обнаружил, так что не советую в них прогуливаться под дождем. Оголовье здесь мягкое, область вставки широкая, за что несомненно отдельный плюс, так как в основном мягкая вставка в наушниках подобного форм-фактора довольно короткая. Размер регулируется бесступенчатым раздвижным механизмом, как в Space Q45, но в Space One он 12-ступенчатый. Чашки очень гибкие в плане посадки, они могут регулироваться как по вертикали, так и по горизонтали. Амбушюры качественные, плюс они имеют эффект памяти, довольно упругие. Заменить их не составит труда, так как крепление у них на защелках. Что касается посадки, наушники сидят плотно, амбушюры не давят, как и оголовье, при длительном прослушивании музыки они не доставляют дискомфорта, сила зажима умеренная, бегать в них можно, но я во время пробежки изредка поправлял, что не критично. Выбранный размер фиксируется хорошо, на шее носить наушники можно без проблем, но вот система вентиляции не позволяет в них долго бегать в помещении или прогуливаться в жаркую погоду. Далее, на самих наушниках есть маркировка Left-Right во внутренних частях чашек, LED-индикаторы, разъем USB Type-C для зарядки, разъем мини-джек на 3,5 мм, микрофоны с алгоритмом искусственного интеллекта, которых, к слову, в общей сумме здесь 6 штук, кнопка включения-выключения, кнопка NC для переключения режимов шумоподавления, качели регулировки громкости и кнопка play-пауза. Из команд также на борту переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента и включение-выключение функции Bass Up. На нажатие наушники откликаются отлично, вдобавок к приложению есть возможность слегка настроить некоторые нажатия. Как и в прошлой модели, для удобства добавили функцию общения. Наушники способны обнаруживать голос и автоматически включать функцию прозрачности. Работает это дело 9 раз из 10, что очень даже хорошо. Но в отличие от Space One, в этой модели нет возможности включать функцию прозрачности, удерживая руку на левой чашке. Летим дальше. Оснащены наушники тройным композитным драйвером. Наушники имеют сертификацию Hi-Res Audio и Audio Wireless. По кодекам есть поддержка AAC, SBC и LDAC. Активное шумоподавление версии 3.0 поддерживает настраиваемый режим с ручной регулировкой силы ANC, а также адаптивный режим. По ощущениям, ANC такой же, как и в модели Space One. Глушит оно посторонние шумы отлично, во всяком случае монотонные шумы. Подобное ANC хорошо подходит для повседневного использования, перелетов или поездок и не только. К слову, пассивная шумоизоляция здесь средняя. Функция прозрачности
прозрачности также на борту с 5-уровневой регулировкой прозрачности. Реализована данная функция отлично. Она не раздражает, и разговаривать с собеседником, не снимая наушники, можно без проблем. Для ANC и для функции прозрачности также предоставили режим защиты от шума ветра, который хорошо спасает и при сильном ветре на улице. Далее, заряд наушников в шторке отображается, модель автоматически подключается к ранее подключенному устройству после включения. Мультипоинт до 2 устройств на борту, но с кодеком LDAC данная функция не работает. Где-то мы уже видели это, да? Как и в других моделях. Удобно, что есть функция автоматического отключения наушников, функция самопрослушивания во время вызовов, голосовые подсказки и безопасная громкость наушников с настройкой. Но вот датчиков обнаружения ушей, как в Space One, я не обнаружил, что странно, и за это огромнейший минус. Далее, полный цикл зарядки наушников занимает 1 час 50 минут, время автономной работы по заявлению производителя 60 часов без активного шумодава и 40 часов вместе с ним. Автономность модели Space One в полевых условиях практически такая же, как и Pro-версия. По моим тестам на 100% громкости по коду LDAC без включенного активного шумодава ANC они проработали 37 часов. Быстрая зарядка на борту и 5 минут дает около 5 часов воспроизведения музыки, что на пару часов больше, чем у модели Space One. Далее, для полноценного использования нужно установить приложение Soundcore. Приложение, разумеется, доступно на русском языке. На главной странице с подключенными наушниками, помимо уже перечисленного ранее, есть заряд наушников в процентах и вкладка с настройкой звучания. Во вкладке можно обнаружить технологию Dolby Atmos, но она работает только по кодекам AAC и SBC. Далее есть уже знакомая технология Here ID Sound. Для легкой настройки звучания под свои предпочтения стандартно 22 предустановленных эквалайзера и 8-полосный кастомный эквалайзер. Наушники на эквалайзер откликаются хорошо, ко всему все предустановки очень хорошо настроены. Отмечу, что есть вкладка с белым шумом, что для кого-то может быть полезной функцией. Обновить прошивку можно, и мне обновления уже прилетали. Далее, Bluetooth версии 5.3, через одну стену, как и через 2 стены, наушники не отваливались, и фризов я на улице или в помещениях не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна, что можно в целом сказать и про задержку в играх, но минимальной она не является. В любом случае их можно подключить по кабелю. Примеры сейчас вы увидите на экране. Микрофоны отрабатывают. Не сказал бы, что намного лучше, чем в прошлой модели, но в целом хорошо. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных полноразмерных наушников Anker Space One Pro и насколько они хорошо решать вам. Но, кстати, вам спойлер такой. За 7700 сейчас не прошлую версию, а обычную продают на Лихе в официальном магазине, у которого 3 миллиона подписчиков. И там 3 цвета, и вы услышите в конце, может быть, и нет смысла на пробу смотреть. Насчет микрофонов. Во всех полноразмерках данной ценовой категории микро будут плюс-минус такие же. Вот для примера в шнурке за 15 баксов от iQOO микро будет лучше. Почему? Потому что микрофон рядом с источником звука, рядом с вашим пультом. И, разумеется, еще лучше микрофоны будут в вашем смартфоне. Вот так примерно вас будет слышать собеседник. Звучание. Сразу отмечу, что в звуке улучшений по сравнению с моделью Space One практически нет. Да, Pro модель имеет более детальное звучание и более сбалансированное, но при этом Space One звучат на свою стоимость, а Space One Pro не звучат, так как цена на них по мне завышена. Запас громкости хороший. Если говорить о стоковом звучании, подключив их по Bluetooth и коду LDAC, то бас мощный, при этом глубокий и плотный. Средний бас в наличии, высокие звучат выразительно, середина имеет качественную проработку, детальность на отличном уровне. Сцена шире средней, инструментал различимый по кабелю или по Bluetooth соединению с кодеком LDAC, как и в прошлой модели, сильной разницы здесь нету. Минусы: нет датчиков автоматической паузы, мультипоинт не работает с включенным кодеком LDAC, нет действительно значительных улучшений по сравнению с прошлой моделью, опять же, учитывая стоимость. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. У анкеров очень часто бывают распродажи, и они периодически
периодически даже полноразмерные наушники продают довольно выгодно. Всем, кто подпишется на канал, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Резюмирую, Anker Soundcore Space One Pro, как по мне, на фоне Space One вовсе не актуальны. Конечно, тут необходимо отталкиваться от своих требований. Возможно, для кого-то прям необходима подобная складная конструкция, но, как по мне, она не стоит такой переплаты. Что можно сказать и про качество звучания? Ко всему, очень странное решение вырезать некоторые функции в Pro модели, которые есть в обычной. Поэтому от меня девайсу скорее нет, чем да, так как приставка Pro — это не про компактность, а про комплексный набор улучшений по сравнению с обычной моделью, чего я не увидел. Так что, если увидите дроп цены, то рассматривать можно. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!